Привет, друзья! Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, является одним из самых популярных хип-хоп исполнителей России, Украины и стран СНГ, треки которого постоянно звучат на крупнейших радиостанциях. Джиган знает себе цену. Упорство и трудолюбие позволяют ему получать большие доходы в совершенно разных сферах деятельности. Он с удовольствием балует дорогими подарками себя и свою семью, оплачивая роскошный отдых за границей, отдавая предпочтение люксовым брендам и устраивая безумные вечеринки даже в период пандемии. Мы проанализировали доступные в сети данные и выяснили, сколько зарабатывает Джиган. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Джиган и сколько он зарабатывает. Будущий хип-хоп-исполнитель родился в августе 1985 года в Одессе, городе, который еще называют «жемчужиной у моря». В свои 19 лет Джиган получил звание мастера спорта Украины. Также дважды за всю свою спортивную карьеру он становился чемпионом Украины, в том числе по рукопашному бою. Участвовал в соревнованиях по боям без правил. Также певец открыл спортивную школу боевых искусств. Она не есть каким-то коммерческим проектом, просто он захотел внести свой вклад в развитие спорта в стране. Несмотря на все свои спортивные удачи и заслуги, спорт не является единственным увлечением рэпера. Мысль попробовать себя в роли диджея пришла к нему не случайно. В его музыкальной коллекции было 500 аудиокассет, 300 виниловых пластинок и более 2000 дисков. В скором времени все вечеринки, которые организовывал Денис, стали очень популярными, и знаменитые МС проявляли к нему большой интерес. В 2007 году Джиган переезжает из Одессы в Москву по приглашению генерального директора Black Star и становится артистом лейбла. Первой работой в этом составе была песня «Одноклассницы», которую он исполнял в дуэте с Тимати. Позднее рэпер стал следить за популярностью артистов и даже записал общие треки. Одним из первых совместных дуэтов Джигана был хит «Холодное сердце», записанный в 2009 году Джиганом и Седоковой. В марте 2011 года вышла совместная работа Джигана и Юлии Савичевой под названием «Отпусти». Количество просмотров клипа на видеохостинге YouTube превысило 17 миллионов. Вторую совместную работу Джигана и Юлии Савичевой «Любить больше нечем» нарекли хитом еще до того, как состоялась премьера композиции. Песня оказалась в эфире таких известных радиостанций, как Европа Плюс, Love Radio, а также заняла первую строчку по скачиванию в iTunes. Клип на эту композицию попал в горячую ротацию и ведущих телеканалов России, Украины и стран СНГ, а сама песня принесла дуэту престижные премии «Песня года» и «Золотой граммофон». Затем в 2014 году вышел новый видеоклип «Надо подкачаться», который стал гимном здоровому образу жизни. Также в этом клипе приняли участие лучшие бодибилдеры. В 2017 году произошел скандал, связанный с хитом «Между нами тает лед» группы «Грибы». Все дело в том, что рэпер презентовал свой новый сингл под названием «Дни и ночи». Пользователи сети сочли его поразительно похожим на песню «Грибов». Они отметили, что песня совпадает как по мелодии, так и по ритму. Однако сам Денис заявил, что его трек был написан еще до песни украинской группы. Расхожесть стиля с речитативом вполне возможна, но это чистое совпадение, утверждает Джиган. С будущей супругой Оксаной Самойловой Джиган впервые встретился в ночном клубе, и между ними прошла искра. Вскоре музыкант пригласил девушку полететь с ним отдохнуть на океан, хотя пара еще не была достаточно хорошо знакома. Там и стало ясно, что это женщина его мечты. Они поженились в очень символический день – 12-12-12, решив не устраивать образцово-показательной громкой и пышной свадьбы. Денис признается, что любовь напрямую повлияла на его творчество. Если раньше тексты песен были чересчур суровыми и драматичными, то после знакомства с Оксаной они приобрели узнаваемый лирический оттенок. У этой чудесной пары подрастает 3 очаровательные девочки – Ариэла, Лея и маленькая Майя. Супруги всегда мечтали о наследнике, и, наконец, 18 февраля 2020 года в семье родился долгожданный сын Давид. Личная жизнь рэпера, считают фанаты, сложилась счастливо. Но, как и в любых отношениях, не бывает без скандалов. Сама Самойлова недавно рассказала о том, какой требовательный Денис в жизни.
Он в течение всей их совместной жизни запрещал выходить в свет одной, даже с подругами. Никто и предположить не мог, что рождение сына так повлияет на поведение рэпера. Как сообщают последние новости, он настолько обрадовался событию, что перестал себя контролировать и начал принимать запрещенные вещества. Естественно, отношения между супругами очень сильно испортились. А неадекватное поведение знаменитого артиста, сопровождающееся рукоприкладством, вынудило Самойлову принять меры. В какой-то момент ее терпению пришел конец, и Оксана решила поместить мужа в специальную лечебницу для нарко- и алкозависимых. А участившиеся скандалы заставили многодетную мать задуматься о разводе. Быть разводу или не быть, этот почти шекспировский вопрос мучил друзей и поклонников. Слишком уж противоречиво вели себя супруги. Джиган то уходил в пьяные загулы, то лечился от зависимостей. Самойлова то заявляла о расставании, то делилась милыми семейными фото. Но в июне прошлого года наконец все разрешилось. Семейные дрязги, похоже, окончательно устаканились, и теперь былой скандал приносит супругам не столько неприятные воспоминания, сколько приличные дивиденды. Рэпер выпустил песню, посвященную своим пьянкам, и вместе с Тимати теперь продает наборы фастфуда. А Самойлова на слезливых признаниях увеличила свою аудиторию более чем на 3 миллиона человек. Таким образом, по оценкам экспертов, ее Инстаграм подорожал на 150 миллионов рублей. О продаже аккаунта речь не идет, но такой ресурс позволяет инстамаме зарабатывать по 20-25 миллионов за один гиф. Основным источником дохода артиста является музыка. Сумма заработка может варьироваться в зависимости от плотности графика и масштаба мероприятий. Например, по данным агентства 123 Show, заказ 40-минутной программы певца на корпоратив или на день рождения стоит от 10 тысяч долларов. Помимо этого, Джиган принимает участие в различных телевизионных шоу, в качестве гостя и снимается в кино, обычно в роли самого себя. Проекты с его участием: в комедийном шоу «Студия Союз», ситком «Саша Таня», «Гонщики», «Звездная битва», фильм «Бой с тенью 3». В рекламе Джиган снялся единожды, причем это было видео, предназначенное для просмотра на внутренних ресурсах компании «Мегафон» и случайно попавшее в сеть. Райдер артиста в целом не отличается завышенными или оригинальными требованиями. Разве что артист согласен передвигаться по городу строго на Мерседесе класса S не позднее 2012 года выпуска, а в гримерке должно быть мясное ассорти без свинины и коньяк Hennessy XO. Отдельным пунктом прописан доступ к кальяну. Наличие кальянной комнаты в отеле или рядом находящемся заведении обязательно. Также в райдере строго указано, что за несоблюдение условий заказчика взимается штраф в размере 50 тысяч рублей, иначе выступление не состоится. Из недвижимости у Джигана в наличии имеется дом на Новорижском шоссе, приобретенный в конце 2018 года. До этого рэпер с семьей проживал в большой квартире в центре Москвы. А из движимого имущества у Джигана есть две машины класса люкс, а именно Rolls-Royce стоимостью 130 миллионов рублей каждая и классический Mercedes-Benz. Успешную карьеру артисту удалось построить благодаря усердию, таланту и отсутствию комплексов. Секрет успеха и славы, по мнению Джигана, весьма прост – вкалывать 24 часа в сутки. За период пандемии имя Джигана стало известно если не всем, то большей части пользователей социальной сети. Провокационные выходки в Майами, скандальный развод с супругой, а затем и новые треки с популярными артистами. Исполнитель ловил хайп на карантине. Совсем недавно его личность снова привлекла к себе внимание. В своем инстаграме Джиган опубликовал фото в компании коллег по шоу-бизнесу Тимати и Егора Крида. Артисты пришли на светское мероприятие в дорогих костюмах и не устояли перед тем, чтобы лишний раз не продемонстрировать свои новые покупки. Так пользователей заинтриговали часы на руке Джигана, которые, как оказалось, стоят целое состояние. Подписчики сразу рассекретили аксессуар. Часы швейцарского люксового бренда Richard Mille стоимостью 620 тысяч долларов. Ну что ж, а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.